Обычная семейная пара из Тулы решила отправиться в кругосветное путешествие. Свою поездку Александр и Екатерина снимают на видео и выкладывают в блоге, где сейчас находятся наши путешественники и куда отправиться дальше. Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня 33-й день нашего кругосветного путешествия. Мы по-прежнему в городе Ла-Пас. Сегодня у нас были определенные дела дома. Мы там что-то бронировали, что-то монтировали. Вот, поэтому вышли сегодня только после 3 часов на улицу. День солнечный, просто в тенечке идем. А направляемся мы к канатной дороге. Как уже говорили ранее, у нас есть определенный план прокатиться над городом, используя канатную дорогу. Сегодня показывать будем панорамные виды на Ла-Пас. Должно быть красиво. Вот так выглядит вход на канатную дорогу. У нас получается какая синяя ветка, да? Голубая. Голубая у нас ветка. Ну вот. Схема. Хотел сказать метрополитена. В итоге мы взяли вот такую многоразовую, точнее, карту на двоих. Пополняется и также списывается по 3 боливиано за каждую поездку. 15 боливиано стоила сама карта. К сожалению, окошки не очень чистые. Вот мы пересаживаемся на красную линию, но про нее говорят, что самое опасное, с нее лучше в город не выходить. Вот он, самый верхний, самый опасный район. Это вот такая вот очередь стоит на красную линию, чтобы спуститься вниз. Он, в принципе, движется быстро, но большая очередь. Место называется ретро-кафе. Саш, поделись с подписчиками впечатлениями о кофе. Ну, сегодня это второй наш кофе. Естественно, самый лучший. Потому что первый мы пили на окраине. Был не очень. Это вкусно. Да, я тоже заказала себе горячий шоколад. Он был довольно-таки вкусный, прям насыщенный вкус. Но единственное, по стоимости здесь прям, это недорого, но сразу это недорого для России. Да, дороже, чем везде. По 25 боливиан. Это где-то... Нет, 100. 25 боливиан это стоит твой шоколад. А кофе? Кофе стоит, у меня считается, средний, стандартный какой-то. Он стоит, по-моему, 16 или 18. А большой уже 20 или 25. Понятно. Немножечко, значит, дороже. Это значит, мой шоколад подороже. Вот. Так что, так все вкусно, довольно-таки уютная атмосфера. Рекомендуем. Друзья, доброе утро. Сегодня 35-й день нашего кругосветного путешествия. Вчера мы были заняты, ничего не снимали, монтировали для вас новые видео. Скоро вы все увидите на канале. Не забудьте подписаться, очень вас просим. Только 25% зрителей подписано на канал, остальные все смотрят без подписки. У нас сегодня не без приключений в нашем супер, без всякого сарказма, жилище. Почему-то отключили воду, какая-то авария произошла. И мы немножко не помыты. Едем на очередную экскурсию. Даже как экскурсия, это путешествие мы едем без экскурсии. Мы сами организовали, сами купили билеты. Мы едем на озеро Титикака и город Копакабана. Сегодня вам все покажем и сами посмотрим. Так что так, не забудьте подписаться, это очень важно.
с нами едет новый друг. Мы назвали его Миша. Тоже едет к Копакабану на озеро Титикака. Ехать нам примерно 25 минут. Но прикол в том, что я забыл дома телефон. А там карты, интернет, сим-карта. В общем, мы сегодня будем без связи, скорее всего. Идем просто на память. Карт у нас нет, связи нет. Вроде впереди автобусы ездят, как раз такие, на которых мы должны ехать. Видимо, правильно идем. Вот так выглядит автовокзал города Ла-Пас. Слава богу, мы его нашли. Теперь осталось найти наш автобус. Как мы понимаем, здесь нет централизованного поставщика услуг. Куча вот таких вот окошек. Каждое окошко — это своя транспортная компания, которая продает свои билеты. Хотя, а вот то Титикака не наше? Копакабана, Титикака. Мы узнали информацию, в 7:50 надо быть возле этой кассы. Ну и, видимо, поедем. А время сейчас у нас 7:37. Ну, 13 минут осталось. Не успели. Да, мы за телефоном бы не успели вернуться. Надеюсь, в это время вы там намного-много наподписываетесь, что я приеду и обалдею просто. А прямо следующая касса — это касса автокомпании, которая повезет нас через день, получается, в июне на Солончак. Ну все, мы в автобусе. Отправление будет у нас через 5 минут, но если по расписанию. Съемка будет осуществляться вот через эту дырочку. Вот так вот. Я надеюсь, будет что-то видно по пути. В общем, помимо самих билетов, которые у нас куплены, с нас еще взяли сколько? 5 боливиан. 5 боливиан. Вот нас еще взяли какой-то, ну, мы поняли, сервисный сбор автовокзала. Мы доехали до паромной переправы. Водитель что-то сказал на испанском. Все вышли. Стоим в кассу. Видимо, мы поплывем на каком-то катере. А автобус на пароме. 2,5 боливиана стоит билет. Идем на наш катер. Ой, какая водичка, правда, чистая. Да, прозрачненькая. Очень чистая. Жалко, нельзя купаться. А вот и наша супер яхта. Ну а что? Хорошо, что не это. Отплываем на другой берег. Вот мы на другой стороне, теперь ждем, когда переплывет наш автобус. Купили арахис за 5 солей, боливианос. И что-то типа попкорна. Но не попкорн, за 10. Саша решил покормить чаем Решил, я бы сам бы съел, но не сладко. сладким попкорном. Сейчас сюда слетятся, наверное, все птицы с округи. И собачку заодно подкормили. Понятно, что это? Всех накормили. Сами пока голодные. А вот как раз и наш автобус подъехал. Паром, конечно, выглядит очень ненадежно. Он полностью сделан из дерева. Уже подгнившего дерева. Да, непонятно, как они передвигаются. То ли мотор у них какой-то, то ли перетаскивают. А нет, там что-то там на вот тут, видишь, на ту сторону. Что-то там бурлит сзади. Моторчик. И какой-то моторчик маленький есть. Ну, конечно, да, правильно, что они людей высаживают все-таки и переводят на катерах. Потому что если что-то случится, и паромчик вместе с автобусом пойдет ко дну, из автобуса никто не выберется.
Ну что, вот мы и в Копакабане. Привез нас автобус в центр города. Сейчас нужно найти нам сим-карту, так телефон мой остался дома. Потом, наверное, покушаем, да. И уже дальше будем думать, уже посмотрим в интернете, куда мы пойдем. Где-то здесь есть смотровая площадка, надо на какую-то гору забраться, попробуем туда забраться. Это вот, я так понимаю, вот туда нужно забирать. Вот там вот за моей спиной, наверное, да. Погодка шикарная, немножко ветер дует, но не холодно и не жарко. Замечательно. В общем, пока место, не очень понятно нам. Людей, кстати, вообще мало. Лодок очень много в воде. Видимо, потому что понедельник и как бы никого нет. Вот ищем, что поесть. Вот такие тут заведения. Хотим попробовать местную форель из Титикаки. Естественно, ищем киоска номер 11. У него рейтинг 5. Выбрали местную форель с лимоном. К ней подается картошка, рис и овощи. Но мы не знаем, какая цена. Потому что в меню нет цен. Но мы уже заказали. В общем, сюрпризом будет. Вот такой у нас вид на Титикаку. Конечно, мало тут они все облагораживают. Не хватает какой-то нормальной набережной, нормальной пешеходной зоны. То есть, по факту, вот такая вот дорога. Но само озеро, конечно, красивое. Горы вокруг красивые. В общем, вот так выглядит рыбка. Как я и говорил, рис, картошка и там внизу еще овощи. Уточнили цену. Стоит 40 боливианос. Это что у нас, Кась? Ну, где-то меньше $3. Меньше $3. А меньше $3 это сколько у нас? 160, 240, что ли? Там где-то 250 рублей. Ну, короче, вот. Я не знаю, у нас там в столовой котлету не купишь. Поели мы рыбку на берегу. Да, сама рыбка была действительно очень вкусная, свеженькая. Но гарнир, который к ней подавался, это была картошка, рис и какое-то подобие салата, мы даже не стали Ну, есть. что какое-то залежавшееся, Да. не свежее, как будто картошка не сейчас приготовлена, а только разогрета. Зашли в кофейню. Да, сейчас мы зашли в другую кофейню, именно кофейня, попить кофе. Капучино здесь, в принципе, 25 боливиан. Ну, это большой капучино. Да, большой капучино, маленький 20. Ну вот, хорошо. Капучино 20-25. Ну, сейчас будем пробовать. Даша еще хочет булочку попробовать. Уговариваю Катю на эмпанадос. 6 штучек стоит 55. Они очень вкусные. В общем, у меня кофе большой и пирог. Я не пойму, с чем он. По-моему, там сыр, Там сыр, какая-то зелень. зелень, да, что Да. такое. У меня тоже хорошо. большой капучино и какой-то сладенький пирожок. Сейчас попробуем кофе, насколько это вкусный. Очень даже вкусный. Поэтому Вот рекомендую. название. Кофе, да. Если вдруг приедете на Титикаку, вот пит-стоп, рядом с автобусной остановкой. Станцией, да. А пирожок? Тоже очень вкусный. Катя предлагает подняться вот в ту гору. Я не знаю, я сомневаюсь. Потому что оттуда открывает самый лучший вид. А идти туда нужно, вот там нет оборудованных никаких ступенек. Прям вот по какой-то вот там вот по той вот тропке. Да, по тропке, которую мы не видим. Вон я ее вижу уже. Видишь уже? Ну все, отлично. Идем. Водичка, правда, чистая. Какой-то немножко мусора, конечно, тут с краешку есть. Но мы как договаривались, без прикрас, без глянца. Но на дне вот канистры, пакеты, пластиковые ложки. Такое себе зрелище, печальное, конечно. Покрышки, крышки. Очень жаль. Вот так Копакабана выглядит с воды.
Правда, я не знаю, столько всяких развлечений, и никто ничем не пользуется. Где все туристы? Он как будто больше похож даже не на католический, а на православный, да? Ну, сейчас мы внутрь зайдем, скажем точно. Убранство в храме как в христианском, но есть лавки, как в католическом. И судя там по картинам, которые там изображены, посвящен он обращению индейцев в католическую веру. Вот такой на подоконнике не вырастешь. Гигантский просто. Фу, не могу отдышаться. В общем, какой-то религиозный объект, видимо. А дальше еще круче. Камера не передает, я думаю. Ну тут просто вверх, вверх, вверх. Вот из такого кирпича построена вся Боливия. Намного тоньше стеночки, чем у нашего. И больше прослойка воздуха. Друзья, мы в ахере. Просто. Вот я уже посидел чуть-чуть. Сейчас попробую. Опустился 150. А высота, сейчас скажу, 3767. Все ради вида красивого. Сейчас я выключу. Покажу вам, какой вид открывается с этой точки. Это вид на город, на весь. Ну а мы идем на вид, чтобы было видно бухту. Еще раз извиняюсь за свою отдышку. Нет сил, воздуха не хватает. Но посмотрите, какая красота. И это мы еще не поднялись на высшую точку. Не зря инки называли это озеро морем. Ну и до сих пор, по-моему, боливийцы и перуанцы считают его морем. Кстати, это действительно остатки древнего океана. Да. Вот сегодня мы здесь, где реально какая-то вода осталась, а через несколько дней мы поедем в Уюни, в известный Солончак. Это тоже остатки древнего океана. Только там, кроме соли, ничего не осталось. — 3855 метров. Вот такая красота. Озеро Титикака. У меня есть одна самая большая фобия. Я очень боюсь высоты. Очень боюсь высоты. Каждый меня заставляет делать экстремальные фото. Вот такие. Вот такие вот, да. Она вот над обрывом. А я вот так вот ее держу. У самого полные штаны. Все, заканчивали. На самой вершине вот такие вот памятники с крестами. Надписи на испанском языке. Ничего не можем пока сказать. Если узнаем, погуглим, ну, дополним, озвучим это видео, может быть, по-другому. Вот. А так, сюда поднимаются местные жители. Они зажигают здесь свечи. И, видимо, наверное, поминают своих усопших родственников. Жгут их и как бы вот с таким видом сидят, о чем-то размышляют, музыку даже слушают.
Все, мы спускаемся домой. Через 1,5 часа у нас автобус обратно. Может, зайдем еще что-нибудь перекусим. И все, 4 часа путь обратно. Думали, уже не будем снимать ничего, уже будем просто спускаться. Ну, такой вид красивый. Ну, это просто, да, это просто что-то. Наверное, когда-нибудь придумают такие камеры, которые будут передавать естественную красоту, а не ее часть. Заканчивается наша поездка. Мы спустились со смотровой площадки. Сейчас пойдем на набережную, посидим, посмотрим на закат. Не знаю, какого часа мы сможем смотреть, до какой степени. Да, на 6 часов автобус. 6 нужно отправления. еще его найти. А закат вроде бы в 17:30. Вот. Что, какие итоги можно подвести по этой поездке? Но мы довольны. Мы довольны, да. Ну, причем у нас получилось все это недорого. Если мы покупали бы экскурсию, это было бы, наверное, раз в 10, наверное, не знаю, ну в 5 точно, наверное, дороже. Да. Вот, плюс все бегом по описанию этих всех поездок на Get примерно час у тебя свободного времени. Я не знаю, мы только полчаса поднимались и, наверное, полчаса спускались на смотровую площадку. А смотровая площадка — это лучшее, что здесь есть. Можно не кататься на кораблике, а вот подняться надо. Вот этот вид, эти фотографии, эти видео, это вот действительно того стоит. Сама набережная с корабликами вблизи не так красиво. Мы снимали видео, вы уже увидели. Не очень, честно говоря. Но для нас это знаковое место, обязательное посещению Боливии. Мы себе наметили именно Титикаку и вот этот Солончак в июне. Вот. Поэтому рекомендуем. Если есть вопросы по поводу покупки билетов, как они приобретаются онлайн, офлайн, где, как добраться до автовокзала, пишите. И не забудьте, расскажем, да. и не забудьте подписаться. Не забудьте подписаться. Вот такое местечко мы присмотрели. Напоследок. Да, посидеть, попить кофе. Сейчас пойдем посмотрим. Еще немного расценок. Мы будем брать сок. Он стоит 18. Да, боливиан. стаканчик сока стоит, свежевыжатого стоит, ну надеемся, что свежевыжатого. Я вот хочу взять из ананаса 18. Я смотрю горячий шоколад. Хочу вот понять, с сахаром либо без здесь. И еще я хочу взять себе или капучино, или латте, сейчас посмотрю. И вот такой вид. Вид шикарный, но посмотрите, какие натянутые проводочки здесь. Прям перекрывают солнце. А могло бы быть очень здорово. Надо чуть-чуть постараться, чуть-чуть исправить. И Титикака будет ну просто шедевральный курорт. Не ходите в это кафе. Кофе был холодный, шоколад был Вообще не без шоколад, шоколада, а молоко с сахаром. А сок был без сахара, но Разведён с наполовину водой. с водой. Вот так вот. Все. Мы поехали дальше. В общем, сюда мы ехали на хорошем автобусе, туристическом. Ну, были иностранцы, из США, Франции люди. Обратно мы купили билет. Но мы же не понимаем, там, какие там компании. Здесь одни местные. Какой-то трэш просто. И автобус говно. И вообще обстановка. 4 часа. Все сиденья в пакетах. Задница будет просто мокрая через 4 часа. Друзья, ну сегодняшний день не заканчивается. Приключения наши. Этот автобус неудачный. Он нас высадил около кладбища. Самый опасный. Да, на самом верху, в районе красной ветки фуникулера.
где вообще не рекомендуют выходить. Да, даже выходить нельзя особо. Вот. Поэтому мы там не снимали, естественно, мы быстренько шли в сторону, куда нас направили. Вот сейчас мы едем домой, и нам еще добираться, не знаю, нам полчаса нам точно будем еще бы ездить. Ты капец. Туда мы доехали с комфортом, все отлично, обратно это просто кошмар.